Всем привет, это Пура Вида с Настей. Сегодня я хочу рассказать об общественном транспорте в Коста-Рике. Машины там у нас не было, и поэтому чаще всего мы перемещались по стране на автобусе. И на мой взгляд, автобусное сообщение в Коста-Рике просто великолепное. При этом основные маршруты начинаются в Сан-Хосе. Здесь расположено несколько крупных терминалов, из которых мы для путешествий пользовались терминалом 7-10 и Caribbean, но есть и другие. На автобусе можно доехать почти во все районы страны максимум за 7 часов. И стоит это совсем недорого. Например, билет из Сан-Хосе до границы с Никарагуа нам обошелся примерно в $5. До пляжа Эрадура $4,5. Билеты можно купить на терминалах перед отправлением. А у некоторых терминалов есть сайты, на которых вы можете посмотреть расписание или даже купить билет заранее. Автобусы дальнего следования всегда очень комфортные, мягкие и удобные. Кроме крупных терминалов, есть еще вот такие небольшие. Их очень много. Отсюда автобусы идут в города, расположенные на центральном плато. О том, какой именно терминал нужен для поездки в определенный город, я лично узнавала всегда в интернете. Например, если спросить в Гугле, как доехать до Пуэрто-Вьехо, то обязательно найдется нужная информация. Правда, на английском или испанском языке. Можно также спросить у местных жителей. Они всегда с удовольствием помогают туристам. Стоимость проезда на таких автобусах совсем небольшая. Например, мы ездили из Сан-Хосе до Сьюдад-Колона за 430 колон, то есть за 80 центов. Билеты продает водитель при посадке, и у него всегда есть сдача, если нужно. Такие автобусы обычно не мягкие, но тоже удобные и всегда чистые. В столице есть и терминалы, которые выглядят просто как автобусные остановки. От них идут автобусы по районам Сан-Хосе. Здесь и пассажиры, и автобусы встают в очередь. И тех, и других очень много, особенно в часы пик, когда люди едут на работу и с работы. На дорогах в это время часто бывают пробки. Отправляются автобусы по мере наполнения, каждые 10-15 минут. А билеты стоят от 300 колон, то есть примерно 50 центов. Их также продает водитель на входе. Кстати, водители автобусов в Коста-Рике всегда одеты в специальную форменную рубашку и выглядят очень аккуратно и представительно. Мы ездили на автобусах очень часто, и никогда не возникало никаких опасных ситуаций. В Коста-Рике многие используют этот вид транспорта, но есть и такие, кто считает, что автобусы небезопасны и нужно пользоваться исключительно такси. Если вы тоже так считаете, то к вашим услугам красное такси, Uber или частники. Причем Uber обойдется вам примерно в 2 раза дешевле. Например, Uber по Сан-Хосе стоит 1500 колон, то есть $2,5, а такси 3000 колон, то есть $5. На Uber до Сьюдад-Колона можно доехать за 9000 колон, то есть за $16, а на такси за 20 000 колон, то есть за $36. Но зато в такси можно поторговаться. А еще в Сан-Хосе есть поезд, который возит пассажиров до ближайших городов. Билет стоит от 300 до 500 колон, то есть около $1. Мы, к сожалению, на нем так ни разу и не прокатились. Ну и еще хочу сказать о компании Tikka Bus.
Она занимается пассажирскими перевозками по всей Центральной Америке. На автобусах Тика Бас можно доехать до Никарагуа, Гватемалы, Гондураса и даже до Мексики. А можно съездить на границу с Никарагуа, чтобы продлить визу. Правда, билет будет стоить гораздо дороже – $28 на туристическом маршруте и $40 на экспрессе. Но самое главное, у Тика Бас есть свой сайт, и там можно купить билет онлайн в любую соседнюю страну, если вы планируете приехать в Коста-Рику, но не хотите покупать обратный билет в Россию. Ведь для въезда в Коста-Рику наличие обратного билета или билета в другую страну – обязательное условие. А на сегодня все. Все ссылочки я оставлю в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!